Привет, фанаты BTS, сегодня. Что на самом деле произошло с Ким Тэхёном после концерта BTS Live Legion? Почему Чингук, казалось, не смог скрыть своего беспокойного выражения перед СМИ, хотя он появился всего на несколько секунд? Было ли что-то, чего публика не знала во время концерта? И что заставило ARMY задуматься больше всего? Состояние здоровья Тэхёна внезапно ухудшилось за шумными огнями и криками зрителей? Эти вопросы появились на различных платформах социальных сетей за последние несколько часов, как будто заставляя публику оглянуться назад и узнать, что на самом деле произошло после концерта Джина, на котором присутствовали тысячи фанатов со всего мира. Импульс, который должен был стать празднованием возвращения Джина со службы в армии, вместо этого был окрашен глубокой обеспокоенностью состоянием одного из самых любимых участников BTS, Ким Тэхёна, или которого фамильярно зовут Ви. Источник из фан-сообщества сказал, что Тэхён выглядел очень уставшим после концерта. Несколько вирусных видеозаписей показали, как он ходит с немного сгорбленным телом, усталым выражением лица и гораздо более коротким, чем обычно, взаимодействием с ARMY. Между тем, закулисный видеоклип показывает, как Чингук держит мобильный телефон с тревожным выражением лица, быстро разговаривая с персоналом необычным тоном голоса. Неясно, о чем идет речь в разговоре, но контекст предполагает спонтанную реакцию на срочную ситуацию, с которой столкнулся один из участников BTS. Этот момент делает таким удивительным не просто выражение усталости. Согласно нескольким неофициальным сообщениям, циркулирующим в южнокорейском фан-сообществе, внутренняя медицинская бригада, дежурящая на месте концерта, провела быстрый осмотр Тэхёна. Вопрос о наличии дежурной бригады скорой помощи во время концерта еще больше скрывает эти предположения. Некоторые фанаты даже упомянули, что видели, как медицинский персонал двигался к закулисной зоне вскоре после концерта, хотя официального заявления от агентства HYBE или Labels не было. С другой стороны, общественное внимание привлекли динамичные графики, которые Тэхён и Чингук пережили перед посещением концерта Джина. На прошлой неделе эти двое, как известно, прошли через различные интенсивные графики съемок и внутренних встреч, включая коммерческий проект сотрудничества, о котором не было объявлено общественности. Некоторые фанаты предполагают, что уровень физической усталости, накопленный из-за плотного графика, является основной причиной того, что Тэхён показал признаки снижения выносливости. Более того, их присутствие на концерте Джина было не только символическим, но и эмоциональным, поскольку это был важный момент воссоединения для участников, которые долгое время были разлучены из-за своей военной службы и индивидуальных обязательств. Однако, что сделало эту новость еще более привлекательной, так это внезапное заявление Чингука через Уиверс через несколько часов после окончания концерта. В коротком, но содержательном посте Чингук написал: «Мы все рады возвращению Джин Хёна, но, честно говоря, я также беспокоюсь за кого-то сегодня. Он выглядит сильным, но это не так». Хотя Чингук не назвал ни одного имени явно, предположения сразу же обратились к Тэхёну, потому что контекст и время публикации были тесно связаны с видеосостоянием Ви после концерта. Теперь возникает вопрос, почему агентство не предоставило официального объяснения относительно состояния Тэхёна? Является ли это формой защиты конфиденциальности или частью стратегии кризисной коммуникации, которая формулируется за кулисами? В другом контексте внимание также сосредоточено на внутренней динамике BTS, которая теперь становится все более сложной после того, как все ее участники постепенно вернулись из армии. Аналитики южнокорейской индустрии развлечений говорят, что BTS в настоящее время находится в чувствительном переходном периоде с большим давлением со стороны внутренних, внешних и глобальных общественных ожиданий. Здоровье участников также является важным приоритетом, но в то же время это также уязвимое, которое может вызвать напряженность в общении между агентством и фанатами. В предыдущем интервью Тэхён однажды заявил, что он из тех людей, которые часто скрывают боль или усталость, чтобы поддержать настроение окружающих. Это заявление снова оказалось в центре внимания после инцидента на концерте Джина. Многие фанаты связали его с отношением Ви, который все еще улыбался, хотя выглядел уставшим и без энергии, как обычно. «Он очень профессионален, но слишком строг к себе», написал один фанат в посте в сообществе Уиверс. «Я просто хочу, чтобы он знал, что можно взять перерыв, нет необходимости всегда выглядеть сильным».
Общественные эмоции продолжали накаляться. Многие были разочарованы тем, что HYBE не сразу подтвердили состояние Тэхёна, в то время как другие пытались быть более рациональными, заявляя, что все может быть не так плохо, как опасались. Однако давление на HYBE продолжало расти, особенно после того, как несколько видеоклипов показали, что сотрудники агентства блокируют камеру, когда группа выходит через заднюю дверь концертной площадки. Эти движения были сочтены подозрительными и только усилили предположение, что что-то скрывается. Когда проблема вышла на мировой уровень, местные южнокорейские СМИ, такие как Dispatch и News 1, опубликовали отчеты о расследованиях, хотя и с осторожным тоном. Dispatch в своем последнем отчете сообщил, что медицинская бригада действительно была развернута в качестве меры предосторожности, но не упомянул о каком-либо серьезном медицинском вмешательстве. News 1 сообщил, что Тэхён покинул место проведения мероприятия раньше других участников на отдельном автомобиле, что усилило предположение о том, что он был не в лучшем состоянии. Интересно, что в записи концерта, которая теперь доступна на официальных платформах, несколько сцен, показывающих выражение лица Тэхёна в конце выступления, были отредактированы. Это вызывает новое подозрение, не намеренно ли съемочная группа уменьшила визуальное воздействие состояния Ви, чтобы избежать паники среди публики? Эта ситуация ставит ARMY на перепутье между надеждой и страхом. Надеждой, что их кумир в порядке и просто временно истощен, и страхом более серьезной возможности, которая намеренно не выражается. С другой стороны, давление на Чингука не менее велико. Как участник, который ближе всего к Тэхёну и также очень экспрессивен, Чингук теперь единственный, кто косвенно намекает, что с его лучшим другом что-то не так. Теперь внимание сосредоточено на двух вещах. Предоставит ли HYBE официальное разъяснение в ближайшее время? И появится ли Тэхён на публике в ближайшем будущем, чтобы успокоить волнение своих поклонников? До публикации этой новости HYBE не публиковали официального заявления относительно состояния Тэхёна. Однако внутренние источники сообщили, что рассматривается возможность проведения пресс-конференции или выпуска разъяснений в зависимости от динамики и реакции общественности в течение следующих 24 часов. Тем временем ARMY по всему миру продолжают использовать хэштеги решетка Елаве Йоутая Юнг и решетка Гитолсун в знак солидарности и любви к своему кумиру. Мы все надеемся, что Тэхён не в серьезном состоянии, и что его времени отдыха будет достаточно, чтобы восстановить его выносливость и, возможно, истощенную психику. Но одно можно сказать наверняка. Этот инцидент — напоминание о том, что за большой сценой, за мигающими огнями и криками зрителей есть тело и душа, которые все еще остаются людьми. Уставшими, хрупкими и нуждающимися в пространстве для восстановления. В ситуации, когда информация все еще спекулятивна и не подтверждена, общественность и СМИ обязаны высказывать опасения, не вызывая паники. Однако агентствам также важно понимать, что доверие фанатов строится не на молчании руководства, а на честности, прозрачности и заботе о здоровье артистов. Несколько крупных международных СМИ, таких как Variety, Billboard и Korea Herald, начали освещать эту историю в рамках расследований давления, которое индустрия К-поп оказывает на артистов, особенно когда на карту поставлено их физическое и психическое здоровье. Однако не только физическое здоровье вызывает беспокойство. В отчете Джаунэнг Илба упоминается, что существует вероятность эмоционального или психологического давления, которое Тэхён испытывал в последние несколько недель. Это было подкреплено кратким интервью с южнокорейским терапевтом в сфере развлечений доктором Мин Джи Хуном, который сказал: «Эмоциональное истощение часто незаметно. Артист может улыбаться на сцене, но за кулисами он может испытывать серьезные симптомы, такие как легкая депрессия, беспокойство и панические атаки». Следующий вопрос — это то, что переживает Тэхён? Перед концертом Джина Тэхён посетил 2 закрытые встречи с творческой командой HYBE для своего нового, необъявленного проекта. Эксклюзивный репортаж с Patvi News даже заявил, что проект снимался более 18 часов в течение одного дня, в течение 3 последовательных дней. Если это так, то физическое состояние Тэхёна во время посещения концерта Джина можно было бы назвать находящимся на пороге выносливости его организма.